Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Если вы здесь впервые, меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Как хорошо вы знаете разницу между глаголами совершенного и несовершенного вида, и как часто путаете их между собой при использовании. Сегодня с помощью теста вы сможете это проверить. Однако, внимание! В тесте вам нужно будет определить не только вид глагола, но также время, лицо и род, в котором его нужно употребить. Задача не из легких, но я уверена, что вы совсем справитесь. У вас будет несколько секунд на то, чтобы дать ответ, но вы всегда можете поставить на паузу, если вам этого времени будет мало. Если вам нужны субтитры, активируйте их внизу, а мы начинаем. Но прежде чем перейти к практике, вкратце освежим знания и вспомним, какие характеристики имеют глаголы обоих видов. Итак, глагол совершенного вида, СВ, обозначает завершенное действие или процесс, то есть то, что довели до финального результата. Например, прочитать, спеть, приготовить и так далее. Эти глаголы отвечают на вопрос «что сделать» и имеют только две временные формы – прошедшее и будущее простое время. То есть настоящего времени у них нет. А глаголы несовершенного вида, НСВ, обозначают незавершенные, продолжающиеся или повторяющиеся действия, которые до результата не доведены. Например, читать, петь, готовить и так далее. Эти глаголы отвечают на вопрос «что делать» и имеют три временные формы: прошедшее, настоящее и будущее сложное время. А что делать, если вы не понимаете, какой перед вами глагол – СВ или НСВ? Есть простой способ это определить. Нужно задать вопрос «что делать» или «что сделать?». А поскольку мы уже знаем, на какой вопрос отвечают эти глаголы, то и определить их будет легко. Например, что делать? Бежать, что сделать? Пробежать. Второй способ определить вид глагола – подставить слово «буду». К начальной форме глагола НСВ можно подставить слово «буду», и оно будет иметь смысл. Например, лежать – буду лежать. Значит, глагол НСВ. А поскольку глаголом СВ слово «буду» подставить нельзя, ведь они имеют временную форму будущего простого времени, то и смысла такая фраза иметь не будет. Например, полежать – буду полежать. Так сказать нельзя, а значит, перед нами глагол СВ. А теперь переходим к тесту. Удачи! Вчера она вкусный ужин, от которого все были в полном восторге. Ответ – приготовила. По контексту мы видим, что это завершенное действие, которое произошло в прошедшем времени. Задаем вопрос «что сделала?» и получаем ответ «приготовила», то есть глагол совершенного вида. Мне так нравится эта книга, что я ее взахлеб. Взахлеб значит, что я не могу остановиться, настолько это для меня увлекательно. Правильный ответ – читаю. В общем-то, наличие настоящего времени нам уже указывает на то, что глагол должен быть в несовершенном виде, поскольку глаголы СВ настоящего времени не имеют. Если погода будет хорошая, мы гулять в парк. Ответ – что сделаем? Пойдем гулять в парк. Если подставить форму «будем идти», то станет ясно, что фраза конкретно в данном контексте бессмысленная. К тому же предполагается, что это будет завершенное действие в будущем. Когда он учился в школе, то обычно долго домашнее задание. Это продолжительное действие в прошлом, которое не показывает результат. А значит, правильный ответ – делал. Подарок для подруги готов. Осталось только
Письмо, потому что я знаю, что она их очень любит. Писать или написать? Ответ – написать. Что сделать? Действие с конечным результатом. В свободное время ты предпочитаешь фильмы или книги? Ответ – смотреть и читать. Здесь речь идет о повторяющемся действии, которое происходит во время твоего досуга, то есть свободного времени. А теперь похожий вопрос для того, чтобы увидеть разницу в примерах. Очень советую видео, которое я тебе прислала. Дико интересно. Здесь я дала подсказку, поэтому если вы не знали, то, наверное, догадались, что ответ – посмотреть. Это видео, которое ты посмотришь, и процесс на этом завершится. Во время экскурсии группа туристов на Голубое озеро на протяжении целого часа. Никто из них ранее не такой природной красоты. Ответ – смотрела и видел. В первом случае мы наблюдаем действие, которое продолжалось на протяжении целого часа в прошлом, а во втором – на протяжении всей жизни, до тех пор, пока они все дружно не оказались у этого озера. Поэтому оба глагола несовершенного вида. Обратите внимание, что несмотря на то, что речь идет о нескольких людях, род и число согласовывается с основным словом, которым в первой части предложения является группа смотрела, а во второй части никто, то есть мужской род. Мне нужен ответ как можно скорее. Можно я тебе его завтра? Ответ – дам. Можно я тебе его дам завтра? И на этом, на нашем обсуждении, можно будет поставить точку. Опять же, если подставить словосочетание «буду давать», то фраза будет грамматически неправильной и, вероятно, даже не совсем понятной. В будущем я уроки музыки у преподавателя, которого мне рекомендовали мои знакомые. Дам небольшой намек. В предложении нет уточнения по тому, сколько уроков мне понадобится. А значит, ответ – буду брать. Потому что этот процесс будет длиться неопределенное количество времени. А значит, глагол должен быть несовершенного вида. Если бы я сказала «я возьму пробный урок у этого преподавателя, потому что мне его хвалили», то в этом случае мы бы использовали глагол «sv», поскольку это будет один урок. Я его возьму, а дальше будет видно, буду ли я продолжать заниматься с этим преподавателем. И наверняка кто-то задался вопросом, а почему слова-то разные? Брать и взять. Неужели они отличаются только по виду? Да, есть такие пары глаголов «sv» и «nsv», которые называются видовыми парами. И вот они могут отличаться не только суффиксом или префиксом, но и полностью словом, хотя значение при этом будет почти одинаковым. Итак, сколько правильных ответов вам удалось дать? Не испытывали ли вы сложности с тем, что помимо вида глаголов нужно было определить еще и другие его параметры? Пишите об этом в комментариях, чтобы в следующий раз я смогла учесть ваши пожелания. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, а я вас благодарю за просмотр и прощаюсь до новых встреч. Пока-пока! You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.